В свое время феномен Порфирия Иванова стал широко известен даже за пределами Советского Союза. Кто же был этот победитель природы? Как жил и что завещал своим последователям? Об этом нам расскажет секретное досье под номером 7. Здравствуйте, мои хорошие! Человечество давно заметило, что холод в разумных дозах оказывает благотворное воздействие на организм в целом. О лечении холодом упоминается в сочинениях Гиппократа, Галена, Авиценны и других врачей древности. Более 100 лет назад немецкий ученый пастор Пфаррер Кнайп, прыгнув в ледяной Дунай, чтобы вылечиться от лихорадочного воспаления легких, доказал на самом себе, что самое тяжелое заболевание можно победить благодаря холодовому воздействию водных процедур. Самым популярным человеком в СССР, использовавшим обливание для оздоровления организма, является народный целитель Порфирий Иванов. Его называют не только экстрасенсом и ясновидящим, но и учителем с большой буквы, победителем природы. Одни считают его почти богом, другие – шарлатаном, третьи – чудаком, четвертые – русским йогом. Порфирий Иванов родился 20 февраля 1898 года на Украине, в селе Ореховка, недалеко от Луганска, в бедной семье шахтера, в которой было 9 детей. Закончил 4 класса церковно-приходской школы, работать пошел с 12 лет. С 15 лет стал шахтером. В 1918 году он обзаводится семьей и пробует себя во многих профессиях. В те годы Порфирий Иванов главным образом проводил время в пьянстве, карточных играх и так далее. Такой была его жизнь до 35 лет. Дальше она начинает резко меняться. В одночасье бывший любитель выпить и покутить вдруг стал ограничивать себя в пище. Снял с себя всю обувь и одежду, кроме мешковатых трусов, перестал стричь волосы и бороду и стал призывать людей вернуться обратно к природе. Какие причины этому послужили? В 35 лет Порфирию был поставлен страшный диагноз – рак. По мнению врачей, неоперабельный, слишком поздно. Впав в отчаяние, Иванов решил ускорить мучительный процесс умирания, выйти на мороз голым. «Глядишь, замерзну насмерть», – рассуждал он. И с этими мыслями раздетым он пошел в мороз на улицу, чтобы простудиться. Простояв на обледенелом крыльце изрядное количество времени, Иванов даже не простыл. Перед следующим выходом он облился ледяной водой. И вновь ожидаемый эффект не был достигнут. Порфирий не оставлял попыток погибнуть, но ему становилось лишь все лучше и лучше. В итоге произошло чудо. Вместо того, чтобы скоропостижно скончаться, Иванов выздоровел. Так начались поиски этого удивительного человека. Ему пришла мысль, что причина всех болезней в отрыве человека от природы. Это послужило резкому повороту в жизни Иванова и дало старт личному 50-летнему эксперименту. Для начала он сбросил с себя одежду и круглый год стал ходить босиком в одних шортах. Ежедневно утром и вечером обливался ледяной колодезной водой. В мороз и стужу мог неделю обходиться без тепла и пищи. Постепенно Порфирий пришел к выводу, что здоровье физическое неотделимо от здоровья нравственного и духовного, а исцелиться можно только избавившись от пороков и негативных эмоций, поскольку природа чувствует человека, помогая только тем, кто открыт и добр. Впервые правоохранительные органы заинтересовались Ивановым в 1935 году, когда, находясь на центральном базаре Ростова-на-Дону в одних трусах, он был арестован. После чего Порфирия признали психически нездоровым человеком и отправили в отделение для буйных, где был поставлен диагноз шизофрения. Однако уже через год Иванов в неизменных трусах появился на Красной площади. Лишь белый билет спасает его от расстрела. В 1942 году был оккупирован Красный Сулин, где жил Иванов с семьей. Немцы заинтересовались необычным русским и решили подвергнуть его испытаниям. Сам Порфирий Корнеевич рассказывал, что в 1942 году он встречался с немецким генералом Паулюсом во время дислокации его штаба в Красном Сулине. Результатом встречи была справка на немецком языке, выданная Иванову за подписью Паулюса, для передвижения по оккупированной территории как испытателю себя в природе. Как уникальный человек, он был отправлен в Берлин, но снят с поезда и арестован гестапо в Днепропетровске в ноябре 1942 года. Его 27 суток испытывали в Днепропетровском гестапо, закапывали голову в снег,
Ночью в сильный мороз возили раздетым на мотоцикле по улицам Днепропетровска. Все же впоследствии Иванова отпускают. В 1943 году он решает поехать к Сталину с предложением заключить мир с Германией, но в очередной раз попадает в руки органов, которые помещают Порфирия в Институт психиатрии имени Сербского, где его пытаются лечить на протяжении нескольких месяцев. За свою долгую жизнь Иванов побывал в психбольницах Москвы, Ленинграда, Одессы, Казани. В общей сложности провел 12 лет насильственной изоляции. Но все изменилось в 1982 году. И именно в этот год популярный советский журнал «Огонек» опубликовал статью «Эксперимент длиною в полвека», посвященный Порфирию Иванову. Публикация перевернула жизнь Иванова. Во-первых, его перестали принудительно держать в психиатрических лечебницах. Во-вторых, статья вызвала массу писем и поток посетителей к Иванову. Система Порфирия Иванова получила массовое признание. В ответ на письма он написал знаменитые 12 советов, которые, не мудрствуя лукаво, назвал «Детка». Вот что говорится в «Детке». 2 раза в день купайся в холодной природной воде, чтобы тебе было хорошо. Купайся в чем можешь, в озере, речке, в ванне. Принимай душ или обливайся. Это твои условия. Горячее купание заверши холодным. Перед купанием или после него, а если возможно, то и совместно с ним, выйди на природу, встань босыми ногами на землю, а зимой на снег, хотя бы на 1-2 минуты. Вдохни через рот несколько раз воздух и мысленно пожелай себе и всем людям здоровья. Не употребляй алкоголя, не кури. Старайся хоть раз в неделю полностью обходиться без пищи и воды. С 18-20 часов пятницы до воскресенья 12 часов. Если тебе трудно, то выдержи хотя бы сутки. В 12 часов дня в воскресенье выйди на природу босиком и несколько раз подыши и помысли, как написано выше. Это праздник твоего тела. После этого можешь кушать все, что тебе нравится. Люби окружающую тебя природу. Не плюйся вокруг и не выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому. Это твое здоровье. Здоровайся со всеми везде и всюду. Особенно с людьми пожилого возраста. Хочешь иметь у себя здоровье? Здоровайся со всеми. Помогай людям, чем можешь. Особенно бедному, больному, обиженному, нуждающемуся. Делай это с радостью. Отзовись на его нужду душой и сердцем. Ты приобретешь в нем друга и поможешь делу мира. Победи в себе жадность, лень, самодовольство, стяжательство, страх, лицемерие, гордость. Верь людям и люби их. Не говори о них несправедливо, не принимай близко к сердцу недобрых мнений о них. Освободи свою голову от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это твоя победа. Мысль не отделяет дело. Прочитал – хорошо, но самое главное – делай. Рассказывай, передавай опыт этого дела, но не хвались и не возвышайся в этом. Будь скромен. Я прошу, я умоляю всех людей, становись и занимай свое место в природе. Оно никем не занято и не покупается ни за какие деньги, а только собственными делами и трудом в природе. Себе на благо, чтобы тебе было легко. Умер Порфирий Иванов в 1983 году в возрасте 85 лет, оставив после себя невероятное количество учеников. Тысячи приверженцев Детки обливаются ледяной водой и по сей день, исполняют гимн в честь почившего старца и обращаются к нему в своих молитвах за помощью. А теперь давайте вкратце рассмотрим несколько пунктов Детки, касающиеся непосредственно медицины. Начнем с 3-го пункта. Здесь бесспорно медицина полностью согласна с Порфирием. Табакокурение и алкоголизм являются прямыми врагами для организма человека. В 4-м пункте Иванов призывает устраивать голодание 1 день в неделю. И здесь точки зрения тоже почти схожи, но с одной оговоркой. Современная диетология действительно предлагает 1 разгрузочный день в неделю. Это так называемая разгрузочная диетотерапия, но не в сухомятку, а с использованием либо соков, либо фруктов, либо кисломолочной диеты или же просто минеральной воды. Ну а теперь, что касается главных пунктов Детки. Обливание холодной водой и закаливание. Еще несколько веков назад люди не раз убеждались в том, что холод способствует оздоровлению человеческого организма. А русский человек издавна любил попариться в жаркой бане, после чего нырнуть в прохладную реку или зимой натереться снегом. Теперь и в наше время медицина официально подтвердила данный факт лечения организма холодом.
В медицине считается, что холод оказывает антигипоксическое, кровоостанавливающее влияние, ускоряет заживление пораженных тканей. Под влиянием холода происходит спазм мелких сосудов, блокируются нервные импульсы, замедляется кровоток, снижается проницаемость мелких сосудов и предотвращается возникновение отеков. Холод понижает чувствительность нервных окончаний, снимая болевые ощущения. Под влиянием массажа льдом увеличивается подвижность в суставах, уменьшается боль. Одним из направлений физиотерапии является локальная криотерапия, то есть применение охлаждающего средства в качестве лекарственного препарата. Криотерапия, от греческого «криос» и «терапия» – лечение холодом. В целом, это воздействие на человеческий организм сверхнизкими температурами до минус 160 градусов Цельсия при помощи различных специализированных процедур. Холод оказывает краткосрочное, но шоковое воздействие на организм. Последствием шока можно назвать усиление обмена веществ, очищение кровеносных сосудов и ускорение кровообращения, повышение тонуса мышц, укрепление нервной системы. Для общей процедуры криотерапии необходима специальная криокамера, в которой кожа испытывает температурный стресс в течение всего 2-3 минут. Поверхность кожи охлаждается до 0 градусов, а резкий контраст температур стимулирует защитные функции организма и обменные процессы. Говоря о локальной криотерапии, следует сказать, что она предусматривает частичное или полное погружение в газовую среду температурой минус 110-160 градусов Цельсия обнаженного тела. При этом омолаживающий эффект оказывается на весь организм. Криотерапия в косметологии применяется для получения эффекта омоложения кожи, разглаживания мелких морщинок на шее и лице. Криогенное разрушающее воздействие оказалось очень удобным для хирургического лечения опухолей, поскольку оно позволяет полностью разрушить данный объем опухолевой или патологической ткани как на поверхности, так и в глубине организма. Это воздействие практически безболезненное и бескровное, а очаги криодеструкции быстро заживают. Для снятия усталости рекомендуется за 2 часа до сна проводить обливание стоп или коленей прохладной водой. Начинают обливание водой, нагретой до температуры тела, постепенно понижая ее до 20 градусов. Чем холоднее вода, тем короче должна быть процедура. После завершения процедуры ноги следует хорошенько растереть махровым полотенцем. Общие противопоказания к лечению холодовыми процедурами следующие: злокачественные заболевания крови и кроветворных органов, растущие фибромы, аденомы, миомы, кровотечение и кровохарканье, стеноз митрального клапана, острые воспалительные процессы в сердце, женских половых органах, инфаркт и инсульт, тяжелые поражения сосудов головного мозга, туберкулез легких в активной фазе, острые инфекционные заболевания и инфекционные болезни кожи, глаукома, все болезни органов кроветворения в стадии обострения. Если у вас возникают вопросы либо пожелания по поводу тематики следующих выпусков, пишите в комментариях. Не болейте, подписывайтесь на канал и ставьте пальцы вверх. Здоровья вам!